Украина показала секретное оружие собственного производства, а теперь российским тылам будет сложно. В Кремле усиливают ПВО. Часть федерации готова заявить о самостоятельности. Лидер региона угрожает этим в соцсетях. Кто осмелился пойти против центральной власти? Россия гордится своими руками и ногами. Племянница Путина похвасталась достижениями в протезировании. Медведев готов пойти на воровство, но отнять чужую землю и другие ценности. Что побудило бывшего президента пойти на такое? Об этих и других главных событиях утра пятницы 5 сентября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Швеция готова на беспрецедентный шаг. Страна может продать Украине истребители Гриппен, но с условием: к моменту продажи должна закончиться война. По словам министра обороны, Украина выразила заинтересованность в версии Гриппен-И, которую уже используют ВВС Швеции и Бразилии. Швеция ведет с Киевом диалог, но подчеркивает, соглашение возможно только в мирное время и должно быть долгосрочным. У Швеции большой опыт тесного сотрудничества в создании военно-воздушных сил других стран. Мы уже реализовали такие проекты в тесном партнерстве с нашими чешскими друзьями, венгерскими друзьями, тайскими друзьями и бразильскими друзьями. Вопрос этих самолетов поднимался и ранее. В марте 24-го Стокгольм допускал возможность их поставок. Но в мае Швеция приостановила эти планы, чтобы не мешать вводу в строй американских F-16. В июле глава МИД Швеции заявил, что Украина отказалась от Гриппена, посчитав внедрение двух типов истребителей F-16 и Гриппен слишком сложным. Тем не менее, инфраструктура в Украине уже готова, об этом прямо говорил представитель воздушных сил, вооруженных сил Украины, и обсуждения продолжаются. Помимо Гриппена, Киев рассматривает и Eurofighter. Продажа Гриппен Украине – вопрос времени, но война должна все-таки закончиться. Никакой сделки, пока закупаете нефть у Путина. Дополнительный косвенный удар наносят еще и страны Ближнего Востока. Скандальный поворот в отношениях между США и Индией. Президент отказался от торговой сделки, пока Нью-Дели не прекратит закупки российской нефти. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на 3 источника в Белом доме. Вместо укрепления партнерства – новый виток давления. Трамп публично обвинил Индию в том, что она финансирует российскую военную машину, закупая у Кремля нефть и оружие, а от США берет крохи, как он говорит. Называет эти отношения односторонней катастрофой и добавляет, что Индия опомнилась слишком поздно, когда предложила нулевые пошлины. Мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках, ну и новости. Но нефтяной шантаж уже запущен. США ввели 50% таможенные пошлины на ряд индийских товаров от одежды до ювелирки. Вашингтон призывает Европу ввести аналогичные санкции против Индии и Китая за продолжение торговли с Россией. К тому же индийский НПЗ, частично контролируемый Роснефтью, уже попал под удар. Из-за санкций Саудовская Аравия и Ирак прекратили поставки сырой нефти. Предприятие резко снизило загрузку и перешло на темный фронт. По данным аналитиков, в августе завод работал почти полностью на российской нефти. Оплачивать поставки стало проблемой, а западные перевозчики отказались сотрудничать. Поговорили об этом с экспертом по политике региона Евгением Добряком. Позиция Саудовской Аравии и Ирака, я думаю, это на сегодняшний день такая тоже сигнал в сторону Индии, чтобы все-таки, ну и тут не без Соединенных Штатов, я думаю, обошлось это давление так называемое. Вот, наверное, для того, чтобы все-таки Индия вернулась к своим стандартным поставщикам углеводородов, для того, чтобы те рынки, которые всегда изначально азиатские рынки, в первую очередь, после того, как в Америке начала интенсивная производиться добыча нефти, тогда уже Соединенные Штаты начали уменьшать закупку ближневосточной нефти, то ближневосточная нефть в основном шла в азиатский регион, Индо-Тихоокеанский регион, Юго-Восточную Азию, ну и главные были импортеры, это Китай, Малайзия, Индонезия, Индия и так далее. Давление усиливается, и Белый дом это не скрывает. В августе Трамп подписал новый указ, дополнительные 25% пошлины на товары из Индии именно за продолжение закупок и перепродажи российской нефти. США уже напрямую связывают импорт из РФ с поддержкой войны в Украине и требуют от партнеров четкой позиции. На
фоне этого в Нью-Дели не скрывают раздражения, мол, США сами поощряли закупки российской нефти ради стабильности рынков, а теперь пытаются наказывать за это. Но Трамп не тот, кто будет терпеть друзей, которые кормят врагов. Страна на грани распада. Лидер части федерации грозит независимостью. Прямо посреди Европы может вспыхнуть новый конфликт. Милорад Додик, глава Республики Сербская, открыто заявил о возможном провозглашении независимости. После встречи с министром иностранных дел Венгрии Петром Сьярто он обвинил Запад в разрушении Дейтонского соглашения и пригрозил, если давление продолжится, Республика Сербская пойдет своим путем. Республика Сербская – участница Дейтонского соглашения, которое мы защищаем годами. Администрация Брюсселя и Байдена разрушали Дейтонское соглашение. Они пытаются свергнуть демократически избранных лидеров через суды. Напомним, что в феврале Додик был приговорен к году тюрьмы за отказ исполнять решение высшего представителя по Боснии и Герцеговине, а в августе лишен президентского мандата. Но, судя по его риторике, он сдаваться не намерен. Республика Сербская – это 30% территории Боснии и более миллиона жителей. Если она объявит независимость, Балканы снова могут взорваться. Украинский ракетный сюрприз. Компания Firepoint представила сразу две новые баллистические ракеты FP-7 и FP-9, а также заявила о выходе на рынок нового ПВО. Все это не где-нибудь, а на крупнейшей оборонной выставке в Польше. FP-7 – это ракета для поражения целей на средней дистанции, дальность до 200 километров, скорость полета 1500 метров в секунду и погрешность всего 14 метров. FP-9 уже совсем другой калибр, радиус действия 855 километров, скорость больше 2 километров в секунду, высота полета до 70 километров, точность 20 метров. Это оружие для глубоких ударов по тылам. При этом Firepoint не ограничивается ракетами. Компания готовится запустить в Дании производство твердого ракетного топлива с 1 декабря рядом с базой F-35. Это первый известный случай размещения украинского оборонного завода в натовской стране. Бывший президент России кражей угрожает Британии из-за помощи Украине. После заявления Лондона о передаче Киеву более миллиарда фунтов от замороженных российских активов, зампред Совбеза РФ пригрозил изъятием ценностей британской короны и возвратом в натуре, якобы украинской землей. Всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов с них должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество страны 404, ну или изъятием ценностей британской короны. Британия направит деньги на снаряды, ракеты и ремонт техники. ЕС и G7 уже заморозили более 200 миллиардов евро российских активов. Украина получила с них более 10 миллиардов. В ЕС прямо говорят, России ничего не вернут без репараций. Чем бы еще можно было похвастаться? Россия, оказывается, мировой лидер по протезированию. Об этом со всей гордостью и на полном серьезе заявила Анна Цивилева, замминистра обороны и по совместительству племянница Путина. По ее словам, именно ветераны так называемой СВО стали толчком. Мол, раньше в стране жили 11,5 миллионов инвалидов, и всем было все равно. А теперь, цитируем, государство активно внедряет мировой опыт. Сейчас, наверное, участники специальной военной операции, наши ветераны, стали такими драйверами, через которые государство начало очень активно внедрять те разработки, тот накопленный опыт, мировой опыт именно у нас в стране. Не секрет, что 11,5 миллионов инвалидов, которые у нас проживали до СВО, они не были активно задействованы и как раз не имели той возможности активно социализироваться в жизнь, получив травму. И сейчас мы взаимодействуем в том числе и с моторикой, о которой говорили, и внедренный стандарт не выдачи протеза как такового, как это было ранее, или технического средства реабилитации, на этом как бы участие государства прекращалось. Да, теперь они будут социализироваться, ведь таких становится все больше. Теперь будет комплексный подход. Сначала подготовка, потом протез, потом обучение. И все это огромные инвестиции, как гордо добавляет чиновница-племянница. По данным Международного института стратегических исследований, к концу 2024 года более 370 тысяч россиян получили тяжелые ранения на фронте. Почти половина ампутации. Это значит, до 180 тысяч человек остались без конечностей, а бюджет
бюджет максимум на 60-70 тысяч протезов в год, и то не хватает. В крупнейшем центре реабилитации Вороновская врачи говорят прямо: бойцы лежат месяцами, кто-то по 4-5 месяцев ждет, пока найдется нужный протез. Официально процесс должен занимать пару недель, но реальность — это пустые склады и очередь из покалеченных солдат. Ученые бьют тревогу. Ядро нашей планеты начало вращаться в другую сторону. Американские и китайские сейсмологи подтвердили сенсационное открытие. Внутреннее ядро Земли замедлилось и теперь движется фактически в противоположном направлении по отношению к земной коре. Нет, оно не крутится назад буквально, но в сравнении с поверхностью это выглядит именно так. И что самое поразительное, это происходит уже более 10 лет. Напомним, под нашими ногами две главные зоны. Сначала жидкое внешнее ядро из железа и никеля, а еще глубже твердое внутреннее ядро. Именно эти области формируют магнетизм планеты и регулируют процессы глубоко под землей. До недавнего времени считалось, что ядро вращается стабильно, но новые данные показали, оно живет своей жизнью. В какой-то период догоняет земную кору, затем начинает отставать. Сейчас как раз тот момент, когда оно замедляется и уходит назад. Ученые считают, что это часть большого природного цикла длиной около 70 лет. Направление вращения якобы меняется каждые 30-35 лет. Последний раз синхронность с корой наблюдалась около 2009 года. Но паниковать пока не стоит. Это не грозит нам катастрофами, но может повлиять на длину суток, пусть и всего на несколько миллисекунд. А это уже важно для точных наук, астрономии, спутниковых систем, в долгосрочной перспективе и для климата, и для магнитного поля. Земля — не стабильный камень, а живая пульсирующая система, и сейчас ее сердце, похоже, изменило ритм. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.